Привет! С вами компания AVA-Nirvana, и мы представляем вашему вниманию очередной тестовый обзор проектора для домашнего кинотеатра. Сегодня героем тестирования станет аппарат класса High-End от компании GVC, проектор DLA NX9B. Как обычно в нашем тесте вы увидите результаты испытаний проектора по самым разным критериям и на самом различном контенте. Это сложные тестовые таблицы и заливки, фильмы в формате Full HD SDR, 4K HDR и игры в 4K с игровых приставок последнего поколения. Начнем с описания проектора. Итак, GVC DLA NX9 – это не рядовой аппарат. Он находится на вершине линейки проекторов GVC N-серии. Политика компании в отношении проекторов класса High-End традиционно основывается на включении в модельный ряд 3 аппаратов разных ценовых категорий. В N-серии это GVC N5, N7 и NX9. Итак, перейдем непосредственно к техническим характеристикам проектора GVC DLA NX9. Компания GVC позиционирует его как первый в мире проектор для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии 8K и Shift. Действительно ли GVC NX9 можно назвать 8K проектором? С одной стороны, он основан на панелях с физическим разрешением 4К, а именно 4096 на 2160 точек, и он не поддерживает на входе сигнал 8К. Однако, с другой стороны, в оптической системе проектора использована указанная выше фирменная система оптоэлектронного сдвига и Shift, которая за счет сдвига изображения создает имитацию большего, чем 4К разрешения, что должно увеличивать четкость изображения и практически полностью устранять пресловутую межпиксельную решетку, причем даже на самых больших экранах. Следующие характеристики проектора таковы. Это ламповый проектор, то есть источником света в нем выступает ртутная лампа высокого давления, а не лазер. Одной из ключевых особенностей проектора GVC NX9 является то, что в нем установлен высококачественный объектив диаметром 100 мм, состоящий полностью из стеклянных линз. Проектор принимает на вход сигнал с полным 4К разрешением при 60 кадрах в секунду. Он поддержит HDR-сигнал и широкую цветовую гамму DCI-P3 за счет специального цветофильтра. GVC DLA NX9 довольно крупный проектор. Его размеры составляют полметра в ширину и глубину и 23 см в высоту. Весит он почти 22 кг. Разъемы для коммутации выведены на заднюю панель. Там можно увидеть, в частности, 2 входа HDMI, порт Ethernet для управления по локальной сети, служебный вход USB, с помощью которого компания предоставляет возможность обновления прошивки, а также вход для 3D-синхронизации и выход триггера на 12 вольт для автоматизации управления проекционным экраном. Также на задней панели есть основные элементы управления проектором, с помощью которых можно попасть в меню аппарата без пульта дистанционного управления. Что же касается последнего, то можно отметить, что N-серия проекторов GVC получила совершенно новый пульт дистанционного управления меньшего размера, чем пульты, которые мы видели в предыдущих линейках. Он меньше, изящнее, но клавиш для быстрого доступа к функциям в нем стало меньше. Измерение яркости и контрастности мы проводили в режиме натуральный при настройке цветовой температуры D65 и почти максимальном увеличении, то есть зуме объектива. На счетчике времени эксплуатации лампы было 136 часов. Яркость на открытой диафрагме при низкой мощности лампы составила 1600 ансилюменов, а при высокой мощности 1900. На максимально открытом положении ручной диафрагмы контрастность, измеренная по методу On-Off, составила 16600 к 1. Цифры, скажем так, для проекторов GVC DLA не рекордные. Мы снизили яркость до значения -3. При этом измеренная на открытой диафрагме контрастность составила 30100 к 1, то есть почти вдвое выше значения, измеренного при значении яркости в 0. Однако были серьезные опасения относительно того, не пропадут ли при таких настройках детали в теневых участках изображения. Как вы можете убедиться сами, все тестовые плашки, вплоть до референсного уровня черного, то есть 16, остались видны. На известном шаблоне Quick Brown Fox проектор демонстрирует хорошую четкость изображения и разборчивость мелких деталей с минимумом хроматических аберраций. Также можно отметить довольно неплохое сведение матриц из коробки.
На шаблоне с крестом из цветных линий толщиной в 1 пиксель можно увидеть очень хорошую равномерность фокусировки по всему экрану, как по центру, так и по краям кадра. На шаблоне с текстом проектор также продемонстрировал хорошую оптическую четкость, отображая линии толщиной в 1 пиксель без какого-либо размытия. Далее мы проверили равномерность белого и серого цветов, что особенно важно при просмотре черно-белых фильмов и фотографий на проекторе. Равномерность яркости хорошая, окрашивание по углам довольно умеренное и в реальном содержании незаметно. Следующие тесты направлены на проверку того, как проектор отображает черный цвет, а также белые объекты на черном фоне. Для того, чтобы оценить равномерность черного, изображение пришлось сильно переэкспонировать. В реальности черный цвет намного глубже. Видно, что равномерность черного хорошая. Небольшое отклонение в нижнем правом углу очень слабо выражено. Заливки с белыми объектами на черном фоне позволяют продемонстрировать, насколько проектор хорошо справляется с переотражениями внутри оптического блока. Можно заметить небольшое свечение или гало вокруг белых объектов. В реальном материале, то есть в фильмах и играх, они заметны довольно редко, в основном на финальных титрах. Кроме того, необходимо иметь в виду, что эти явления усиливаются при использовании как ручной, так и автоматической диафрагмы, при закрывании которых часть света неизбежно возвращается обратно в оптический тракт. Тем не менее, стоит отметить весьма важное обстоятельство. Мы проецировали изображение практически напротив центра экрана, а артефакты, вызванные внутренними переотражениями внутри оптического блока, зачастую могут быть сведены к минимуму за счет установки проектора под потолок, при котором будет использоваться достаточно сильный сдвиг объектива по вертикальной оси. Следующие тесты необходимы для оценки качества цветопередачи. JVC NX9 успешно прошел испытания и продемонстрировал хорошую нейтральность по цвету на черно-белых шаблонах и фотографиях. На цветных фотографиях кожа моделей выглядела естественно, цвета были глубокими и насыщенными. Стоит заметить, что наиболее точными при настройках из коробки были режимы Cinema, этот режим используется для SDR-контента, и Frame Adapt HDR. Режим Natural, как это ни странно, нейтральности из коробки не обеспечивает и требует соответствующей коррекции с помощью настроек, в особенности в области зеленого цвета. Следующий этап тестирования посвящен тому, насколько проектор обеспечивает плавность передачи цветовых и яркостных градиентов. Это во многом связано с тем, поддерживает ли он полное цветовое разрешение 4:4:4. Поэтому и начнем мы с этого. Как видно из данного теста, аппарат справляется с отображением сигнала с полным цветовым разрешением. Цветной шрифт отображается без искажений. На данном тестовом ролике видно, что ступенчатость градиентов отсутствует. Границы цветов плавные. Это неудивительно, с учетом того, что компания JVC заявляет о 18-битной внутренней обработке сигнала в проекторах N-серии, начиная с прошивки версии 3.10. Далее идет серия тестов, которые позволяют продемонстрировать, как проектор справляется с внутренним тон-бампингом сигнала HDR. Компания JVC в октябре 2019 года сделала серьезную заявку на лидерство в этом вопросе, когда представила инновационное решение для проекторов N-серии в виде системы Frame Adapt HDR. Этот алгоритм, в отличие от статического, мгновенно анализирует пиковую яркость каждого кадра и настраивает оптимальный тональный диапазон изображения в режиме реального времени. Причем компания провела такой апгрейд совершенно бесплатно, путем предоставления пользователям возможности загрузить и установить новую прошивку версии 3.10 для всех трех проекторов N-серии. Но компания JVC на этом не остановилась, и летом 2020 года анонсировала очередное обновление прошивки, в котором должно было состояться серьезное изменение, в том числе
и в первую очередь системы тон-маппинга HDR. И вот в ноябре 2020 года GVC представила публике новую прошивку версии 3.50, ключевой особенностью которой стало введение функции Theater Optimizer. С ее помощью пользователю достаточно ввести данные о размере экрана и коэффициенте его усиления, а затем интеллектуальный автоматический алгоритм на основе информации, заложенной в проектор, вычисляет сведения о положении зума объектива, времени эксплуатации лампы, режиме ее работы и настраивает оптимальный тональный диапазон. Причем работу алгоритма можно скорректировать вручную с помощью установок Low, Mid и High, которые адаптируют изображение под предпочтение пользователя. Итак, вернемся к тестированию. Первый тест выводит на экран плашки с яркостью от 1000 до 4000 нит. Это вполне типичный для современных фильмов диапазон яркости HDR-сигнала. Как видно, проектор не испытывает никаких трудностей. Все плашки отображаются прекрасно. Второй тест более жесткий, с плашками от 700 до 10 тысяч нит. Но и здесь GVC NX9 демонстрирует очень достойный результат. Далее мы решили сравнить качество тон-маппинга средствами проектора с одним из наиболее эффективных решений в этой области, а именно компьютером с установленным на ним рендером MedVR. Для целей тестирования был собран HTPC, Home Theater OPC, то есть домашний кинотеатр на базе компьютера, на основе видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Сравнение мы проводили на известном фрагменте из Ultra HD издания фильма «Величайший шоумен». Этот фильм отличается очень насыщенными красками и довольно сложными для проекционной технологии сценами, содержит как глубокие теневые участки, так и яркие блики. Вы можете видеть на экране, как проекторы HTPC по-разному справляются с тон-маппингом HDR-сигнала. Очевидно, что тон-маппинг средствами MedVR выглядит более ярко и сочно, но при этом с отличной проработкой деталей, как в тенях, так и в цветах. Замечу, что MedVR был настроен на оптимальное для этого проектора значение пиковой яркости в 100 нит, а алгоритм Theater Optimizer был настроен на среднее значение MID, которое установлено по умолчанию. На этих фотографиях можно увидеть, что при установке Theater Optimizer на значение High разница становится очень тонкой, и преимущество тон-маппинга силами MedVR уже совсем не очевидно. Заканчивая этот раздел, стоит упомянуть также о дополнительной возможности, которая была реализована в прошивке версии 3.50. Помимо автоматического алгоритма Theater Optimizer, появилась возможность, отключив его, вручную регулировать уровень покадрового тон-маппинга с помощью ползунка HDR Level, включающего 5 возможных позиций. На этих сравнительных фотографиях вы можете увидеть различия между результатами работы алгоритма Theater Optimizer и ручными установками HDR Level. На мой взгляд, Theater Optimizer в положении High дает наиболее корректный вариант. Далее мы проверили, как проектор отрабатывает четкость движения в динамичных сценах. Для этого были использованы два фрагмента из фильмов «Взрывная блондинка» и «Oblivion». Сразу отмечу, что в связи с несовпадением частоты кадров тестовых видео, частоты кадров самой записи и вывода на экран в YouTube, продемонстрировать качество отображения динамики в роликах в принципе невозможно. По итогам просмотра мы сделали вывод о том, что наиболее качественную отработку движения проектор демонстрирует при включении опции Motion Enhance на значение Low, причем без каких-либо артефактов. Как справедливо заявлено на сайте производителя, технология Motion Enhance оптимизирует производительность устройств DLA и минимизирует эффект смазывания и размытия, который часто возникает при быстрой смене изображения. Что же касается кадровой интерполяции, напомню, что в проекторах GVC N-серии произошло изменение алгоритма работы Clear Motion Drive. Во-первых, она стала поддерживать полное цветовое разрешение 4:4:4, и, во-вторых, стала работать более деликатно. На низком значении интерполятора уплотнение работает практически без заметных артефактов и не создает явного эффекта мыльной оперы. Это подтверждается и информацией на сайте производителя. Если выставить параметры функции Clear Motion Drive на Low, обработка сигнала производится на характерной для кино скорости 24 кадра в секунду, создавая эффект сглаживания без потери комфорта. Интерполятор на высоком значении рекомендуется использовать лишь при просмотре спортивных трансляций, но не в кино. В любом случае мы, как настоящие пуристы, после проверки интерполятор выключили, так как подобное вмешательство в видеоряд
считаем неприемлемым. Стоит также упомянуть режим низкой задержки Low Latency Mode, который, по мнению производителя, необходим для использования в играх. Однако он превосходно работает и при просмотре кино, не ухудшая изображение и, в частности, сохраняет полное цветовое разрешение. При этом дополнительным плюсом от включения режима низкой задержки является значительное сокращение времени, необходимого для синхронизации проектора с видеосигналом при смене частоты кадров. У режима Low Latency есть только одно ограничение. При его активации не работает уплавнялка, то есть Clear Motion Drive. На следующем этапе тестирования мы проверили качество работы системы динамического усиления контрастности. Мы проверили то, как работает динамическое увеличение контраста на нескольких фрагментах из фильмов, которые обычно явно демонстрируют недостатки подобных систем. Кадры из сериала «Очень странные дела» довольно сложные для любого средства отображения видео, будь то монитор, телевизор или проектор. На них можно проверять, насколько аппарат сохраняет равномерность черного фона при появлении на нем яркого объекта. GVC NX9 показал себя очень достойно. Голова вокруг яркой части кадра присутствовала, но в минимальной степени. Никакого значимого изменения цветовой температуры не наблюдалось. Сцена в баре из фильма 007 «Координаты Skyfall» была выбрана нами для тестирования не случайно. Она довольно темная, но при этом в ней есть хорошо освещенные участки изображения, в частности кожа актеров. При избыточно агрессивной работе системы динамического усиления контраста фактура на этих участках пропадает, они превращаются в одно светлое пятно. И проектор вновь демонстрирует мягкость и плавность в работе этой системы. Нет ни клиппинга, ни видимых скачков в яркости. Последний стресс-тест в этой части — кадры из фильма «Люси» с титрами, появляющимися на черном фоне. Этот фрагмент был призван продемонстрировать то самое позеленение или сдвиг по цветовой температуре, который в некоторых проекторах появляется именно на титрах. К нашему удивлению, если этот эффект и был, то в самой минимальной степени, практически незаметный при обычном просмотре. Таким образом, можно сделать вывод, что в проекторе GVC NX9 система динамического увеличения контраста реализована очень качественно. Проектор GVC NX9 оснащен новым механизмом 8K Shift, отвечающим за оптическое увеличение разрешения, которое обеспечивается за счет сдвига изображения на полпикселя, что по заявлению компании вчетверо увеличивает разрешение. Итак, вначале посмотрим, как выглядит результат активации системы интерполяции изображения 8K Shift. Замечу, что на вход проектора подавалось изображение в разрешении 4К, а именно 3840 на 2160 пикселей. Видно, что разница между включенной и отключенной системой 8K Shift есть, и заключается она в том, что ее активация делает изображение более плотным, цельным и полностью устраняет межпиксельную решетку, что будет весьма полезно для владельцев самых больших экранов от 150 дюймов. Что же касается увеличения детализации, то при активации 8K и Shift самые тонкие линии и мельчайшие детали становятся немного более разборчивыми. Посмотрите на балясины на балконах здания, на наши тестовые фотографии и на тончайшие элементы декоративной конструкции на шпиле. Теперь посмотрим, как работает функция MPC в разных режимах. Первое, что можно уверенно констатировать, алгоритм работы усилителя четкости Enhance в системе MPC работает совсем иначе, чем в проекторах GVC X серии. Даже при максимальных значениях он не создает артефактов. Нет ни звона, ни жирных контуров объектов. Браво, GVC! Что же касается двух режимов работы системы MPC, или Graphic Mode, стандарт и Hi-Res, то, на мой взгляд, наиболее оптимальным является использование именно первого режима, стандарт. Он, как уже было отмечено, деликатно усиливает четкость и микроконтраст изображения без нежелательных артефактов, сохраняя естественность картинки. Итак, мы начали просмотр с одного из самых наших любимых фильмов «Казино Рояль». Несмотря на очень зернистый видеоряд, не отличающийся высокой детализацией, есть в нем какой-то необъяснимый магнетизм, заставляющий пересматривать его снова и снова. Сцена, где героиня Евы Грин входит в зал казино, очень показательна. Проектор сохраняет все детали на черных пиджаках игроков и демонстрирует высокий контраст.
Затем мы запустили на проекторе один из самых красочных фильмов в формате SDR 1080p «Аватар». Видеоряд фильма, изобилующий насыщенными цветами и очень динамичными сценами, раскрывается на GVC NX9 на все 100%. Это один из тех фильмов, который просто необходимо смотреть на большом экране. Потом мы включили ставший уже традиционным для нашего тестирования фильм «Обливион». Сцена, где персонаж Ольги Куриленко просыпается в домике на озере, снята при очень мягком освещении, в ней много полутонов и оттенков. Проектор GVC NX9 демонстрирует эту сцену превосходно. Цвета естественные, все детали в тенях прекрасно различимы, картинка очень четкая и вместе с тем чистая. Последним тестовым фрагментом Full HD SDR стала начальная сцена из третьего эпизода «Звездных войн» «Месть ситхов». Выглядела она на экране отлично, с очень высоким контрастом, глубоким черным цветом и яркими вспышками от взрывов, насыщенная массой подробностей. Движения космических кораблей в кадре не сопровождались шлейфами, все детали в динамике были отлично видны. На фильмах, записанных в формате Ultra HD HDR, впечатлений было еще больше. Фрагменты из фильма «Бегущий по лезвию 2049» заткнут за пояс любой демо-ролик, настолько роскошно снят этот фильм. Дени Вильнёв снял действительно очень достойное продолжение культового фильма Ридли Скотта. Картинку трудно комментировать, хочется просто наслаждаться увиденным. Это настоящий рай для перфекциониста. Просмотр кино на проекторе нравится не только взрослым. Мультфильмы на большом экране производят на юных зрителей неизгладимое впечатление. И анимационный фильм «Моана» для этого подходит как нельзя кстати. Видеоряд яркий, красочный и очень детализированный. Просмотр его на проекторе GVC NX9 доставил нам массу удовольствия. Кадры из фильма «Форд против Феррари» — очень сложное испытание для проектора. Сцена очень темная, но с массой ярких элементов и бешеной динамикой. GVC NX9 показала ее практически на эталонном уровне. Сочетание ярких фонарей и почти черного неба не выявило никаких артефактов, а динамика кадра была превосходной. Следующий фрагмент, который мы посмотрели, сцена из мюзикла «Ла Ла Ленд». Видеоряд у него довольно специфический, зернистый, несколько перенасыщенными цветами, но просмотр его на проекторе GVC NX9 оставил только положительное впечатление. Ультра HD издание фильма Тима Бёртона «Дом странных детей. Мисс Перегрин» весьма специфическое. Видеоряд очень яркий, блики отображаются на грани клиппинга, но алгоритм Frame Adapt HDR вместе с автоматической системой адаптации изображения Theater Optimizer справился с задачей на отлично.
Черно-белый видеоряд шедевра Стивена Спилберга «Список Шиндлера» — еще один стресс-тест для проектора. По итогам его просмотра можно отметить отличную нейтральность картинки и отсутствие явных сдвигов по цветовой температуре на бликах, при включенной при этом системе динамического усиления контраста. Кадры из нового фильма Кристофера Нолана «Довод», снятый на камеру IMAX, производят сильное впечатление глубиной и детализацией изображения. Очень темная сцена из фильма «Джентльмены» была отработана проектором абсолютно корректно, без каких-либо замечаний. На кадрах из фильма «Марсианин» GVC NX9 раскрывает все свои достоинства. Космос выглядит по-настоящему черным и глубоким, детализация и контраст превосходны. Новое Ультра HD издание трилогии «Назад в будущее» — это пример того, как можно и нужно издавать в 4К старые фильмы. Бережно, без необоснованного и избыточного цифрового вмешательства. Фильм на проекторе выглядит превосходно. Кажется, что его сняли вчера, а не 30 лет назад. В завершении нашего тестирования на проекторе GVC NX9 были запущены игры с новейшей консоли Sony PlayStation 5. Современные игры в формате 4К HDR порой выглядят как высокобюджетные голливудские блокбастеры, а игровой процесс на огромном экране — это совершенно иной опыт, чем при использовании обычного монитора или даже телевизора. Ты, по сути, оказываешься внутри игры. Эффект погружения сравним с использованием VR-шлема. Главное — суметь остановиться. Итак, настал момент сделать выводы по итогам проведенного тестирования. К несомненным достоинствам проектора GVC NX9 можно отнести высокую яркость, глубокий черный цвет и высокую нативную контрастность, отсутствие эффекта накачки и плавность в работе динамической диафрагмы, качественный объектив и, как следствие, высокая оптическая четкость и равномерность фокусировки, хорошую равномерность черного и белого, качественную передачу движения в кадре и деликатно работающую кадровую интерполяцию. Уникальную систему 8К и Shift, полностью устраняющую межпиксельную решетку, увеличивающую плотность, цельность и детальность изображений. Динамический тон-маппинг HDR-сигнала с адаптацией под размер и усиление экрана, значению зума объектива и срок эксплуатации ламп. Театр оптимайзер. Возможность быстрой и простой коррекции алгоритма тон-маппинга под предпочтение зрителя. Отсутствие мерцания, в том числе в экономичном режиме работы ламп. У аппарата такого класса, как GVC NX9, сложно найти недостатки,
но справедливости ради нельзя не упомянуть следующих замечаний. Это склонность к переотражениям в оптическом блоке и, как следствие, не самая впечатляющая ANSI-контрастность, а также возможные артефакты, возникающие при использовании диафрагмы. Обобщая все сказанное и суммируя впечатления от тестирования, можно заключить, что проектор GVC NX9 — это по-настоящему инновационный продукт, и его высокая стоимость — это цена за эти инновации научной разработки, вложенные в создание такого аппарата. Мы в действительности убедились в том, что GVC NX9 по праву занимает место топовой модели в N-серии DLA проекторов компании GVC. Если у вас есть возможность приобрести аппарат такого уровня, как GVC NX9, то поверьте, он вас не разочарует. Спасибо за просмотр, делитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы выражаем благодарность группе компании Digis и компании GVC за предоставление проектора на тестирование.